Друзья, рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подписаться. Тем самым вы поможете моему продвижению. Приехал к своему другу, к Сергею, который монтирует мне ролики. У него случилась беда, и у него после зимы начали течь проблемные места в крыше. Это яндовы. Приехали, обмерили крышу, сняли все размеры, написали перечень материалов, которые требуются. И они обратились в один очень известный магазин, чтобы им просчитали стоимость этих материалов. В итоге им там просчитали не только стоимость, но и предложили услуги одной бригады. С их слов, эта бригада делала работу свою качественно, быстро и недорого. Но, как оказалось дальше, это было не так. Из-за чего ребята согласились на услуги этой бригады, потому что я, к сожалению, не смог помочь. Все вы знаем, то, что у меня ситуация с Андреем, есть незакрытые вопросы с помощью, бабы Нине, дом в Калужской области. Сергею я, к сожалению, тоже сказал, чтобы если вы хотите быстро, то я вам помочь не смогу. Быстро, оперативно. Они хотели закрыть вопрос в начале лета, но столкнулись вот с такой неприятной ситуацией. Давайте перейдем к самой работе, которую сделала та бригада. Естественно, я пока никаких имен и названий фирм, магазинов не называю. Надеюсь, этот вопрос решим мирным путем, что эти ребята просто-напросто свою некачественную работу переделывают. Предлагаю приступить к просмотру, друзья. Давайте начнем с самого низа, с карнизного свеса. Во-первых, как вы можете видеть, капельник смонтирован неверно, он должен быть вставлен один в другой, и будет очень красивый стык, а так безобразно выглядит. Вот. Самое, что ужасает, это вот такие стыки. Они просто-напросто висят в воздухе, нет никакой опоры, и, соответственно, весь металл, который будет смонтирован сверху, он просто-напросто придет в негодность после первой же зимы от снеговой нагрузки. Также гидроизоляционная мембрана, она вроде бы смонтирована у них нормально на обычном скате, но вот как она у них уложена в яндовых. Вот. Видите, она просто-напросто, она должна плотно прилегать. Вот это все сделано отвратительно. Также вот это место с схождения двух плоскостей крыши должно быть все четко. Фотографию вставим, как должен выполняться данный момент по крыше. Также видите, у них смонтирована вот эта гидроизоляционная мембрана поверх тех скатов, которые сходятся в эту точку. Также вот тут непонятно что, почему не хватает у них контура решетки. Самый еще интересный момент, вот, все гуляет. Тут не то что крыть, не то что монтировать сюда кровлю, тут сходить-то опасно. Вот, пожалуйста, все гуляет. Вот, и вот такие стыки повсеместно, по всей крыше. Вот так вот, в принципе, можно сказать, правильно выполнен стык, но он должен быть отторцован ровно и без всяких щелей, зазоров. Должны сходиться две обрешетины, две доски. Вот еще тоже самое интересное. Вот, это все просто-напросто может оторваться вместе со снегом, когда нагрузка будет и большая лавина снега пойдет, и вся кровля может оказаться у вас на земле. Вот, пожалуйста, вот такая обрешетка используется. С материалом вопросов нет, материал очень хороший, материал сухой покупается за 33 тысячи рублей кубический метр. Можете представить, какие деньги тратятся на такие крыши?
А вот это все, вот, пожалуйста. Вот что мешало сделать стык отсюда вот до сюда. Отторцевать здесь и врезать сюда нужной длины кусок. Давайте подойдем к самой яндове. То же самое. Пленка вся пузырями. Так не должно быть. Вот все. И что интересно, еще здесь то же самое. Все это гуляет. Все это висит и крепится в воздухе просто-напросто. Также вот здесь очень длинный пролет. Здесь продавит. Здесь должна быть контр-обрешетка. Вот здесь то же самое. Не хватает контр-обрешетки. То, что обрешетка двух плоскостей должна сходиться в яндове четко. Вот, я про это уже говорил. Но тут просто-напросто, видите, вся яндова, весь яндовный лист будет висеть в воздухе. Вот, пожалуйста. Вот, видно здесь тоже. Здесь просто прямой скат. И видно, как монтируется обрешетка. Но вот у них не смонтирован еще вот этот угол. Здесь тоже яндова. К сожалению, друзья, этой работы не назовешь. Меня Сергей попросил приехать и показать ребятам на недочеты, но у ребят почему-то не получилось приехать. Вот, я сейчас составим список вопросов, нюансов по этой так сказать, работе. Вот, и уже они там сами с ребятами будут решать. Либо они будут с ними прощаться, либо те ребята просто-напросто работу переделают качественно. Ну и естественно, я тоже буду подъезжать, выбирать там несколько часиков, чтобы крыша была сделана качественно. Поэтапно принималась. Вот тоже здесь то же самое. Где-то она хотя бы касается, вот здесь вот более-менее, но она вся в воздухе. Вот, даже от рук, представляете, от пальца она шатается. А что будет от снега, когда будет нагрузка лежать? Здесь вообще не хватает. Здесь вот она уже выше. Друзья, когда планируете такие виды работ, как строительство дома, бани, ремонт крыши, не поленитесь, не постесняйтесь, попросите у исполнителя фотографии работ, контакты, возможно, клиентов, которые выполняли. Если, как здесь оказывается, данные специалисты работают с сервисом Яндекс.Услуги, вот, там тоже должны быть отзывы. Не поленитесь, поищите, почитайте, посмотрите, попросите. Лучше лишний раз потратить время на изучение этого вопроса, с кем вы будете сотрудничать, чем вот так вот потом будете тратить свое время, нервы, деньги. Это никому не нужно, друзья. И так вот вся крыша, к сожалению, даже самая простая задняя сторона, там прямой длинный скат, и там тоже все сделано безобразно. Помимо того, тут вообще должно было все разобраться, провериться. Но вроде говорят, разбирали, проверяли, а уже есть сомнения, разбирали или нет. Опять же, вот эта вся контр-обрешетка, она тоже идет волной, гуляет, хотя она должна быть четко набита по стропилам. К сожалению, это все вот так. Еще сейчас спасает от осадков, что вот эта хорошая пленка, я тоже ей, гидроизоляционная мембрана, я тоже ей пользуюсь. Она очень помогает, она задерживает прямые осадки, дождь, снег, не дает попадать этим осадкам вовнутрь в помещение. Ну что, ребят, вы увидели всю боль, которая происходит на этом объекте. Я показал
некоторые проблемные места. Даже не нужно быть специалистом, чтобы понять, что работа выполняется некачественно. Сергей будет прощаться с ними, будет с них взимать денежные средства оплаченные и за испорченный материал. Вот, ну а мы будем с ним вместе думать, как выйти из этой ситуации, потому что у меня тоже сейчас пока я очень сильно занят. Вот, мы, скорее всего, в ближайшее время переделаем яндову, уложим лист гидроизоляции, как он должен лежать, чтобы осадки не протекали в дом. И, соответственно, где-то, может быть, через месяц-полтора мы сможем переделать крышу на этом доме. И это мы обязательно вам покажем. На этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам удачи, крепких вам домов, крыши над головой. С вами был Ренат, канал Ренат Строит. До новых встреч, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот, и всем пока-пока.